Приветствую, друзья! Хочу показать вам, как я делал стол из эпоксидной смолы и дуба. А вы усаживайтесь поудобнее. Приятного просмотра! Сначала необходимо подготовить дерево к заливке смолой. Зачищаю кору ударной стамеской. Важно тщательно убрать все крупные элементы коры. Также необходимо убрать гнилые куски, мусор и труху в расщелинах спила. После перехожу к зачистке поверхностей. Для этого использую мягкую щетку по металлу на УШМ. Она прекрасно счищает мягкие элементы коры, труху и грязь. Сучок распиливаю электропилой. Пилится, мягко говоря, тяжело, но я его победил. Перед выбором древесины я все проверил влагомером на процент влажности. Как можете видеть, все в норме, столярная влажность присутствует. Закончив с деревом, приступаю к подготовке формы для заливки стола. Форму необходимо покрыть разделяющим составом, в моем случае это спрей-воск. Если этого не сделать, будет проблематично отделить столешницу от формы. Раскладываю дерево и закрепляю его, чтобы оно не всплыло при заливке смолой. Тщательно перемешиваю смолу, краситель и отвердитель в одной емкости. После переливаю в другую емкость и перемешиваю еще раз. Аккуратно, не спеша выливаю смолу в форму, дополнительно заполняя пустоты на поверхности дерева. Пузырьки воздуха убираю строительным феном. Но, как показала практика, из дерева пузырьки выходят достаточно долго. Их всех просто не уберешь. Тем более, что верхний слой будет выравниваться. Пока будущая столешница сохнет, начинаю изготовление подстолья. Нарезаю профильную трубу в нужный размер и под нужным углом. Для разметки угла использую разные приспособления. Сварку произвожу элементами. Сначала одну ножку, потом другую. Важно сначала соединить все на прихватке. Если пойдет что-то не так, можно всегда обрезать и заново приварить. После ножек свариваю основу, на которую ляжет столешница. Далее свариваю основу и ножки. Необходимо применять уровень, чтобы ножки приварить ровно. Когда подстолье прихвачено и выровнено, приступаю к его обвариванию.
Сварив все стыки и примыкания, зачищаю сварные швы. Для зачистки применяю зачистной лепестковый диск зернистостью R40, а в труднодоступных местах абразивный диск. Шпаклюю стыки и места сварки универсальной автомобильной шпаклевкой. После высыхания зачищаю шлифмашинкой с зернистостью 180 и рукой с зернистостью 80, 120 и 180. Обезжириваю поверхность и грунтую автомобильной грунтовкой. Забыл проделать отверстие для крепления столешницы. Убираю шероховатости и неровности с загрунтованной поверхности. Сметаю и сдуваю пыль и приступаю к окрашиванию. Для окраски использую однокомпонентную автомобильную эмаль. Пока подстолье сохнет, самое время заняться столешницей. Она как раз высохла. Раскручиваю форму и убираю две боковые стенки. Беру пластиковые шпатели и аккуратно, начиная с края, подсовываю под столешницу, чтобы не повредить поверхность формы. Поэтапно перемещаю шпатели и отделяю столешницу от формы. Закрепляю столешницу для фрезерования. Важно, чтобы столешница не ездила ни влево, ни вправо. И вот, собственно, сам процесс ручного фрезерования. Подвинул, срезал, подвинул, срезал. И так шаг за шагом, с двух сторон. После фрезерования произвожу шлифовку ручным ленточно-шлифовальным инструментом. Ленту использую зернистостью 80, 120 и 240. Торцы шлифую шлифмашинкой. Закругляю края столешницы со всех сторон. Мне очень нравится, когда края закруглены. Это удобно, приятно на ощупь и элегантно. Неровности довожу наждачкой. Прохожусь рукой по всему периметру стола, тем самым подготавливаю столешницу для лакировки. Обязательно убрать пыль. Покрываю глянцевым автомобильным лаком в два этапа. После высыхания первого слоя матую и покрываю вторым слоем. Таким образом покрываю две стороны столешницы. Подстолье прикручиваю к столешнице саморезами 5 на 25, заранее просверлив отверстия в столешнице. Друзья, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. Всем пока!